and Bengali. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopijana Vallabha Givaradhari. Gopijana Vallabha Givaradhari. Gopijana Vallabha Givaradhari. Gopijana Vallabha Givaradhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Chira Vanachari. Yamuna Chira Vanachari. Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtatra Shata Shri Srimad Abhaya Ravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtatra Shata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरिधर धाम की जय। श्री मय पूर्णवधि धाम की जय। श्री वृंदावन मथुर धाम की जय। गंगमाय की जय, मोनमाय की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। Брихат Мриданга издательство распространение трансцендентных книг Шрила Прабхупады Ки Джай. Грантарат Шримад Бхагаватам Ки Джай. Самавета Бхактавринда Ки Джай. Гаура Премананда. Хари Хари Бол. Вся слава всем собравшимся преданным. Харе Кришна. Вся слава всем собравшимся преданным. Харе Кришна. Вся слава всем собравшимся преданным. Харе Кришна. Вся слава Шри Шри Гуру и Шри Гауранге. Вся слава Шриле Прабхупаде. Om Vishnu Padaya Krishna Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Читаем, продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песню 4, главу 16, текст 17, глава называется «Певцы прославляют Притху Махараджа». So continue to read Shrimad Bhagavatam, chapter 16. Professional reciters continue to glorify and Prithu Maharaja. Так, пословный. Матри Бхакти. Матри Бхактихи. Парастришу. Патням. Ардха. Ива. Атмана. Раджасу. Питриват. Снигдха. Кинкараха. Брахмавадинам.
Матри Бхактир Парастришу. Матри Бхактир Парастришу. Патням Артха Яватманаха. И не. Патням Артха Иватманаха. Патням Артхайватманаха. Раджасу Питриват Снидха. Раджасу Питриват Снидха. Кинкаро Брамавадинам. О Брамаваджинам. Матри Бхактир Парастришу. Матри Бхактир Парастришу. Патням Артха Иватманаха. Патням Артхайватманаха. Раджасу Питриват Снидха. Раджасу Питриват Снидха. Кинкаро Брамавадинам. О Брамаваджинам. Матри Бхакти Парастришу. Матри Бхактир Парастришу. Патням Артха Иватманаха. Патням Артхайватманаха. Раджасу Питриват Снидха. Раджасу Питриват Снидха. Кинкаро Брамавадинам. Кинкаро Брамаваджинам. Пожалуйста. Матри Бхакти Парастришу. Матри Бхакти Парастришу. Патням Артха Иватманаха. Патням Артха Иватманаха. Праджасу Питриваснигдха. Раджасу Питриват Снидха. Кинкаро Брамавадинам. Кинкаро Брамавадинам. Матри Бхакти Парастришу. Матри Бхакти Парастришу. Патнямартха Иватманаха. Патням Артха Иватманаха. Таджасу Питриватсникта. Раджасу Питриват Снидха. Кинкаро Брамавадинам. Кинкаро Брамавадинам. Матри Бхакти Парастришу. Матри Бхакти Парастришу. Патням Артхайватманаха. Патням Артха Иватманаха. Раджасу Питриват Снигдха. Раджасу Питриват Снидха. Кинкаро Брамаваджинам. Кинкаро Брамавадинам. Матри Бхакти Парастришу. Матри Бхакти Парастришу. Патням Артха Иватманаха. Патням Артха Иватманаха. Раджасу Питриват Снитха. Праджасу Питриват Снидха. Кинкара Брахма Вадинам. Кинкаро Брамавадинам. Matri Bhakti Parastrishu. Матри Бхакти Парастришу. Patnyam Artha Ivatmanaha. Патням Артха Иватманаха. Rajasu Pitrivat Snigdha. Раджасу Питриват Снидха. Kinkaro Brahma Vadinam. Кинкаро Брамавадинам. Матри Бхакти, Матри Бхакти. относящиеся с тем же уважением, Относящиеся с тем же уважением. что и к собственной матери. Парастришу Парастришу. к другим женщинам. Женщин. Патням Патням. своей жене. Своей жене. Арда Артха. к половине. Ого. Ива Ива. как Как? Атманага Атманаха. своего тела. Своего тела. Праджасу Раджасу. к подданным. Подданным. Питриват Приват. как отец. Как отец. Снигдха Снигдха. любящий. Любящий. Кинкарага Кинкара. слуга. Слуга. Брамавадинам Брамавадинам. преданных, проповедующих славу Господа. Преданных, проповедующих славу Господа. Перевод и комментарий его божественной милости Абхайчара Равинда Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Ко всем женщинам царь будет относиться с тем же уважением, с каким относился бы к собственной матери, а жену будет считать половиной своего тела.
Он будет заботиться о своих подданных, как любящий отец, и всегда считать себя смиренным слугой преданных, которые без устали проповедуют славу Господа. Мгм. Комментарий. Просвещенный человек к любой женщине, кроме своей жены, относится как к матери. Чужое добро для него все равно, что уличный мусор, и он никогда не делает другим то, чего не пожелал бы себе. Это определение просвещенного человека, данное Чанаки пандитам. Человек, обладающий этими качествами, должен считаться эталоном просвещенности. Просвещенность не сводится к наличию ученых степеней и званий. Она прежде всего проявляется в том, что человек строит свою жизнь в соответствии с приобретенными знаниями. Вся жизнь царя Притху свидетельствовала о его просвещенности. Даже будучи царем, он считал себя покорным слугой преданных Господа. Согласно ведическому этикету, когда преданный переступает порог царского дворца, царь должен немедленно усадить его на свое место. Особенно важным в этом стихе является слово «брамавадинам». Этим словом называют преданных Господа. Браман, Параматма и Бхагаван – суть различные названия Верховного Брахмана. А Верховным Брахманом является Господь Кришна. Арджуна подтверждает это в Бхагавад-гите 10.12, говоря «Парам Брахма, Парам Дхама». Следовательно, слово «Брамавадинам» относится к преданным Господа. Государство должно всегда служить преданным. И в идеале вся государственная политика должна строиться в соответствии с их наставлениями. Царь Притху прославился именно благодаря тому, что неукоснительно следовал этому принципу. Ом Агьяна Тимиранда Сянгена Аджана Шлакая Чакшура Тасмай Шигурин Шичитани Манабхиштам Стхапитам Йена Бутале Сваям Рупах Кадаматьям Дати Свападати Манчакал Патарупяща Крипасин Хубе Эвача Патитана Павани Вишну. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ко всем женщинам царь будет относиться с тем же уважением, с каким относился бы к собственной матери, а жену будет считать половиной своего тела, он будет заботиться о своих подданных, как любящий отец, и всегда считать себя смиренным слугой преданных, которые без устали проповедуют славу Господу. Я сегодня слушал лекцию Шрилы Прабхупады. Он говорит, что молодежь западных стран, она присоединяется к сознанию Кришны и приходит сюда слушать о Кришне. Today I was listening to Prabhupada lecture, and he told that now the young men join our movement, they come to us. И что это означает? Это означает то, что человек уже развил в себе в какой-то степени любовь к Кришне. And what does it mean? That means that he is, to some degree, already developed love for Krishna. Да, иначе зачем вы, эти люди, он обращается к своим ученикам, зачем вы тратите свое драгоценное время, приходя сюда, слушая о Кришне? Otherwise, why you? He pointed on that man who were gathered, people. Why you spend your valuable time and come here and listen about Krishna? Да, это и есть, это уже, сам этот факт означает, что человек привязан к Кришне. The very fact of this, that you're coming, it means that you, to some degree, attached to Krishna, become attached to Krishna. Вот. Поэтому я приветствую тех, кто сегодня здесь присутствует. That's why I welcome everyone who participating now, who are joined today, who joined today.
Вы своим примером и своим присутствием показываете, что вы любите Кришну. И это меня очень вдохновляет самого. Mm. By your example, you are showing that you are attached, you love Krishna. It's very inspiring for me. Шримад Бхагаватам 12.3.15 есть известный стих, который Шрила Прабхупада часто цитирует. Я с уттама шлока гунанавада. Перевод этого стиха заключается в том, что тот, кто хочет обрести чистое преданное служение Господу, должен слушать повествования о возвышенных качествах Господа, уттама шлоки, непрестанное воспевание которых устраняет все неблагоприятное. Преданному следует ежедневно внимать таким повествованиям в обществе других вайшнавов и не прекращать слушать о Господе весь день. From Shrimad Bhagavatam, 12 canto, chapter 3, verse 15, a person who desires pure devotional service to Lord Krishna should hear the narrations of Lord Uttama Shlokas, glorious activities, the constant chanting of which destroys everything inauspicious. The devotee should engage in such listening in regular daily assemblies, and should also continue his hearing throughout the day. Да, и один из моих любимых стихов это 3.25.25 Сатам Прасангам Мамавирия Самвида, что чистая преданность, истинная преданность начинается со слушания игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных. And also one of my favorite verses, 3:25 that pure devotion begins with hearing the narrations of the Lord in the assembly of pure devotees. Итак, сегодня в этом комментарии Шрила Прабхупады, в стихе комментарий, в принципе, стих похож на этот стих, который цитирует Прабхупада от Чинаки Пандита. То есть, что образованный человек считается тот, кто и просвещенный человек, кто к любой женщине, кроме своей жены, относится как к матери, чужое добро для него все равно, что уличный мусор, и он никогда не делает другим, чего не пожелал бы себе. So go back to today's verse and the purport. It's very similar with that shloka Chanakya Pandit who told that Chanakya Pandit shloka that he told that the learned man treats all women except his wife as his mother, looks on others' property as garbage in the street, and treats others as he would treat his own self. Ну, то, что человек должен относиться к другим, мужчина должен относиться, здесь имеется в виду мужчина, должен относиться к другим женщинам как к своей матери, это очень важный момент. It's a very important point that man should treat all other women except his wife as mothers. Потому что мужчина и женщина – это огонь и масло. Because man and woman, it's like fire and butter. И в соприкосновении огня и масла что происходит? When fire touch the butter, what is going on? What's happening? Вот есть такие вот рекомендации нам, как это делать правильным образом, применять в жизни этот принцип осторожности. So that's the recommendation, so that we apply this principle in our practical life. We should be very careful. Вот в одной из лекций Шрила Прабхупада говорит, что материалисты и невежественные люди нас обвиняют некоторые. Почему Кришна призывает к войне в Бхагавад-гите? Почему он танцует с чужими женами? Это же аморально. Вот Кришна встречается с другими, вообще с другими женами. В одной из лекций, in one of the lectures of Srila Prabhupada, he is saying that some people are criticizing us, criticizing Krishna, and they say that he is
inducing the war, and he's dancing with others' wife. It's immoral. На самом деле, в другом месте Шрила Прабхупада ответил одному человеку на этот аргумент, типа, что это Кришна с чужими женами танцует. Он говорит, это ты с чужими женами танцуешь, а не Кришна. Все принадлежит Кришне. Все, все принадлежит Кришне, а тебе здесь ничего не принадлежит. And Prabhupada answered to that argument in another conversation. He answered to one man that it's not Krishna dancing with other's wife. You are dancing with other wife because everything belongs to Krishna. So everyone belongs to him. Прабхупада говорит, что Кришна подобен солнцу, который своим сиянием выпаривает воду даже из грязного места, из мочи, а само при этом не загрязняет солнце. Точно так же Кришна очищает все, но сам он при этом безгрешен. So Krishna is like a sun, which is evaporating water even from the dirty, filthy place, from the urine. Is clean, is purifying that place. But sun himself is not contaminated by that. So Krishna is same like the sun, is purifying the dirty place, but he himself not become contaminated by that. Но мы не имеем права подражать Кришне. But we have no right to act like Krishna. Вот, например, Бхактистан Сарасвати Такур, будучи наиштика Брахмачари, он никогда не был, и даже будучи саньяси, он никогда один на один с женщиной не разговаривал. For example, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was an Ashtika Brahmachari, and even when he was a sannyasi, he didn't even speak with woman privately. Это в лекции Лос-Анджелес 12.09.68 года на уход Бхактистана Сарасвати Такура говорит Шрила Прабхупада. 12.09.68. And it was in a lecture 12th of September 1968, and on the appearance day of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lecture. И Прабхупада еще в другой лекции говорит, что никто не должен находиться наедине с матерью. Вот цитирует вот этот, как сегодня мы читали, Чинаки Пандита. Он говорит, что его старший сын однажды в кинотеатре на каждую женщину говорил, вот Матаджи, Матаджи, вот еще Матаджи. And in another lecture, Srila Prabhupada told that no one should be alone with even with mother, his own mother. And today we read about Chinaki Pandit, and Srila Prabhupada narrated that story about his brother. Once they were in a cinema, and his brother was Не brother, а сын, son. sin. His son. So his son. He went with his son to the cinema, and his son was addressing every woman he encountered, every woman as a Mataji. Ну, то есть каждой женщине, он смотрел на каждую женщину как на мать. Его сын, да? Его Да. сын так смотрел. Да. So his son, he saw every woman as a mother. That's why he addressed her Mataji. Чужой собственности относиться как к мусору. Ну, то есть даже если Прабхупада приводит такой пример, если даже кто-то теряет кошелек, никто не берет его, ну, нормальные, порядочные люди. Или они, по крайней мере, хотят позаботиться о том, чтобы тот, кто потерял, получил этот кошелек.
And another point is to treat the other possessions as garbage. And there was he gave an example. Even if someone he sees the wallet money with the money on the street, he didn't take it. Previously, it was like that. He doesn't take it. Or he just making some arrangement to return this to the owner. Я не помню, вот недавно я где-то смотрел, где-то промелькнула информация, что в Америке есть какое-то место, где очень богатые люди собираются. Я не помню, что это не Лас-Вегас. Ну, короче, какое-то есть место, или остров какой-то, там, где очень богатые миллиардеры туда приезжают, и там 0 преступности, 0. Там нет вообще преступности. I heard I saw somewhere that or he heard something that in America there is a place, particular place where all these billionaires are they are gathering in that place, and in that place there is zero crime. Они туда приезжают просто наслаждаться. Ну, там рестораны, бары какие-то там, и у них нет там преступности, они даже, ну, там нету никакого криминала. So they are coming to that place just to enjoy, go to the restaurant and bars and other things, and in that place there is no crime at all. Нет, ну это в одном смысле нет преступников. Конечно же, они все преступники, они едят там мясо в этих ресторанах, пьют вино, занимаются незаконным сексом, конечно, это уже преступление. And in one sense, they are all criminals because they are they're doing illicit activities like illicit sex, intoxication, all of that. It's already crime. It's crime itself. Но на улицах нет такого, что даже если кто-то что-то потеряет, там очень богатые люди, им эти кошельки вообще не интересны. But on the street, because all that people all that place are inhabited by all that rich people. Even though someone if will lose some money or lost some money wallet, so nobody will take it because they're already rich, so they don't need more. И третий момент – это к другим относиться как к самому себе. Например, Прабхупада приводит: если меня кто-то ущипнул, я испытываю боль, поэтому я не хочу делать это с другими. And the third point that treat others as you want that you will be treated. Like Prabhupada gave an example that if I pinch you, if somebody will pinch me, I will feel pain. So naturally, I don't want to pinch anyone else because I know that it's painful. Кстати, мне пришла сейчас мысль такая. Это тоже можно к нам отнести, к тем, кто начал практиковать сознание Кришны, да? Ведь мы все страдали в прошлом, до того, как присоединились к сознанию Кришны. До какой-то степени мы сейчас уже не страдаем. Но так или иначе, мы же, это тоже движет преданным вайшнавам, чтобы проповедовать другим сознание Кришны, потому что они испытывали сами боль, да, без сознания Кришны, и видят, как другие тоже несчастные без сознания Кришны. I just got the realization that that before joining Krishna consciousness, we all felt pain. We all were miserable to some degree or other, and now after joining, our miseries are mitigated to some degree or other. So, what is the motive of the Vaishnav? So he wants to
he wants to preach to others, to help others, because so that they can also be free from pain. They also their miseries will be mitigated after joining Krishna consciousness. Итак, мы читаем про царя Притху, великого царя Шактивеша Аватара Кришна. So we are reading about King Prithu, Shaktivesha Avatara of Krishna. Это 9-е воплощение Кришны, которое описывается в Шримад Бхагаватам, первой песне. Ninth incarnation of Krishna, which is described in the first canto of Shrimad Bhagavatam. Да, и чем он прославился в Шримад Бхагаватам, как раз говорится, который возделывал землю, чтобы получать всевозможные плоды. Благодаря этому земля стала прекрасной и очень привлекательной. And he was very famous because of him, because he was churning the earth, and earth became very, very fertile, and earth gave many fruits, and very flourishing, and the earth became very beautiful and attractive. Да, и Прабхупада там комментирует как раз вкратце, он говорит про миссию царя Притху. То есть земля, она, то есть ей грозило опустошение, которое наступившее в результате порочной жизни предыдущего царя. То есть мы знаем, царь Вена был. And Prabhupada explaining there in the first canto the role of Prithu Maharaj, because Prithu Maharaj is supposed to save the earth, because earth there was before the advent of Prithu Maharaj, there was a great havoc of maladministration due to the vicious life of the previous king, the father of Maharaja Prithu. И представители интеллектуального сословия, то есть мудрецы и браманы, они не только молили Господа, чтобы тот не сшел, да, на эту планету, но они еще и свергли вот этого предыдущего царя Вену. Они его уничтожили просто. So the intelligent class of men not only prayed for the Lord to come down, but also dethroned the previous king. И вот как раз в данный момент мы сейчас читаем начало, да, это только начало прославления царя Притху. Там дальше будет разворачиваться вся его история правления земли. Now we are reading just the beginning of the glorification of King Prithu, and further the whole his life will be narrated. Да, цари, они назывались, Прабхупада говорит, раджарши. Раджарши – это вообще святые люди. So kings were entitled, called Rajarshis. Rajarshis means saintly kings, saintly people. То есть царям поклонялись как святым. So that kind of kings were worshipped like saints. Потому что они отвечали за порядок в обществе, они отвечали за духовное продвижение людей. Because they were in charge on the keeping the order in society, and they are also was responsible for the progress of the people, the spiritual progress of the citizens. Это большая ответственность, когда есть земля, у земли должен быть хозяин. Вот я даже сейчас в данный момент наблюдаю, я езжу по Москве, по Подмосковью, я вижу, в каком беспорядке земля порой бывает. This is big responsibility when you possess some land. You have to take care of that land. You have to be the proper owner of that land. And even now in Moscow, when I'm
going outside, I see some places which are not keeping in order, which are very dilapidated. Я, например, вижу тут возле метро, возле которого я живу, есть красивые зеленые зоны, где растут деревья, кусты, трава. И это все загажено иногда мусором. И я звоню в определенные службы, чтобы они убирали, чтобы они совершали свою работу. А иногда сам даже беру и убираю, руками своими мусор. For example, I see a nice greenery area near the metro where I'm living, and at the same time there is a garbage there, lots of garbage. So what I'm doing, I'm calling to some organization which are responsible for cleaning the street so that they can do their job. Or sometimes I even myself just clean this area. Когда здесь был чемпионат мира по футболу в Москве, сколько-то лет назад, я слышал такое, что фанаты Японии, футбольные фанаты Японии, они после матча, когда все там было загажено пустыми бутылками и другими предметами плохими, мусорными, они оставались после матча, неважно, проиграла их команда или выиграла, и они убирали стадион, у них такая традиция. I heard when was a World Cup football World Cup in Moscow some years ago, the Japan followers of Japan team, they were remaining after the match. They were after the game. They were remaining on the stadium and just cleaning all that garbage, empty bottles and other packages. There's a tradition among them, so it doesn't matter whether the team are won or lost. They just remain and clean the whole area. Но мы видим в некоторых местах, даже вот в том же Вриндаване, проедьтесь там в глубинке Вриндавана, вы увидите большую-большую огромную мусорку. Очень много мусора, прям аж больно смотреть, как там, что собой представляет территория этого небольшого городочка. But we see in some places even that Vrindavan, if you go to Vrindavan, if you go a little bit off-road, off-site, you can see the big piles of garbage. So much garbage there. It's so painful to see that Vrindavan in that kind of condition. Но когда там, я знаю, когда там прибывает какой-то премьер-министр или кто-то еще, какой-то великий там человек, то они сразу, местные власти Вриндавана, начинают заниматься быстро-быстро уборкой территории. But when some very big minister coming, the local government, they're taking actions on that. They are arranging so that garbage will be cleaned. Да, но я к чему это говорю? Что у земли должен быть хозяин. Если нет у земли хозяина, мы видим даже своим невооруженным глазом, что вот здесь бардак. So the point is that the land has to have an owner, and the owner is supposed to keep that land neat and tight, so that we see that everything is in a proper order in that land. И мы читаем про таких царей, как Притху, вот Махараджа Юдхиштира. Например, при Махараджа Юдхиштире облака изливали столько воды, сколько было нужно людям. И земля в изобилии производила все необходимое,
что нужно было человеку. А коровы были настолько радостны, что их вымя было настолько полным, поэтому они увлажняли пастбище молоком даже. Пастбище молоком. Yeah, we reading the descriptions of rule of Yudhishthira Maharaj, for example. While he was ruling, the clouds were pouring so much rain, so as much rain as was necessary, and everything was very prosperous. The abundance was everywhere, and the cows were so happy that their moisturing the ground was moistured by the milk coming from the cows. Прабхупада в этом комментарии, в первой песне Шримад Бхагаватам как раз говорит, Шрила Прабхупада всегда выступал за монархию, то есть он не поддерживал никакие системы, демократию в том числе. So Prabhupada always was emphasized, he was maintained the monarchy. He was telling that monarchy is the superior, and he didn't like actually that democracy, such kind of systems like democracy. Он говорил, что это гораздо более совершенная форма правления, когда есть благочестивый, по-настоящему благочестивый царь. Это гораздо лучше, чем современная так называемая прогрессивная цивилизованная демократия, позволяющая людям, которые сами хуже животных, убивать животных и голосовать за такое же человекоподобное животное, как и они сами. He told that it's much more superior. Monarchy is much more superior form of government ruling than that democracy, which is so-called progressive democracy, which is civilized democracy, which is allowing people who are no better than animals to rule, and they kill animals, and also to vote. The people are so they as animals also, so they vote in other animals. Да, и все вот эти цари, такие как Юдхиштхира, Парикшит, и Притху Махарадж, Ришабхадев, и кто еще, Бхарата Махарадж, да, такие цари, мы видим, что они духовно были сами развиты, и духовно нам показывали пример, как развиваться духовно. And we see that such kings as Parikshit Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Bharata Maharaj, and so on. They were himself very spiritually developed, and they show by their example how to progress spiritually, how to be spiritually advanced. По крайней мере, я не наблюдаю, чтобы современные так называемые цари или лидеры учили людей, как достичь цели в жизни, и не объясняли людям, что такое цель жизни. So I don't see now any such kind of rulers nowadays who would teach people and explain them how to be advanced spiritually and what is the aim of life. И об этом говорит Прохлада Махарадж в 7-й песне. Он говорит, что люди на те ведух свартхага тимхи Вишну, вот в этом известном стихе, Дураша Багерат Бахир Артха Манина, то есть люди, поглощенные мыслями о мирских наслаждениях, избирают себе лидеров из числа таких же слепцов, как и они сами, вот этих материалистов. Такие люди не способны понять, что цель жизни — вернуться домой к Господу Вишну и посвятить себя служению. И они подобны слепцам, которые ведут других слепцов, которые падают в яму. So the same thing Prahlada Maharaj is telling in 7th canto. He says, Svataga Timhi Vishnu, Durashaya Bharyarta Manina. So the people who are absorbed in
material sense enjoyment, they're selecting, they're voting the same kind of people to rule them, and because of that, people are not able to understand the aim of life and go back home, back to Godhead, to Vishnu. So that's why they are resembles the blind who leading the blind, and they both go fall to the ditch. Да, вот, например, конечно же, обязательно нужно здесь уместно привести пример Рамачандры, Господа Рамачандры. Он был идеальным царем. And it's appropriate to mention in that connection the example of Lord Ramachandra. Ramachandra was the ideal king. Он был не просто царем каким-то великим, он был Парамешвара, он был царем всех царей. He was not just a great king, he was a Parameshvara, he was the king of all kings. И Прабхупада говорит, что когда правил Господь Рамачандра, к нему даже приходил человек и спросил, почему в твоем царстве такой беспорядок, почему сын умер раньше, чем отец. And there was a story when Lord Ramachandra was ruling city, and one man came to him and told, "My son is dead. My son died. Why is it happening? Why he left his body before his father?" Когда не было судов, царь решал все сам. There was no courts at that time. The king was making every decision. И цари постоянно думали, чтобы их подданные чувствовали себя счастливыми. Однажды пришел один браман к Рамачандре. Однажды пришел, браман и сказал Рамачандре, что в своем царстве живет человек, который не ест и не спит, когда Рамачандра уезжал. Например, на неделю он уезжал, и этот человек, он подпился в разлуке с Господом Рамачандрой. And the kings previously, they always thinking about the welfare of their citizens so that they will be happy. And there was one instance, one Brahman came to Lord Ramachandra and told him that in his kingdom there is one person who, while Lord Ramachandra is absent from the city, he is abstaining from the food and drink for 7 days. 7 days Ramachandra used to be absent, and that person was totally fast from food and water for that entire period. У Господа Рамачандры было божество Господа Рамачандры. Вот. Он его спрятал у себя в комнате, и он этому человеку отдал это божество, чтобы он не испытывал такую разлуку. And Lord Ramachandra used to have the deities of Lord Ramachandra, which he was kept in his kept in his room. So he gave the deity to that brahmanas and told him to give it to that person so that he will not feel the separation while Lord Ramachandra is absent from the city. Ну и, конечно же, как Рамачандра уничтожил всю семью Равану за свою очень благочестивую, очень покорную жену Ситу. And also, of course, that example when Lord Ramachandra destroyed the Ravana and whole his family for the sake of his very chaste and obedient wife Sita. Да, и он, кстати, не вернулся в Айодхью за своей армией. Он создал армию прямо там, на месте, в лесах, в джунглях, из обезьян.
Yeah, thank you. Can check this. And he didn't come back. Он создал армию прям там на месте. Ага. So he created the army in the forest. He didn't come back to take his army from city. He just created the army in the forest from the monkeys. Да, конечно же, Господь Рамачандра — это не изначальная личность Бога. Изначальная личность Бога — это Кришна. So Lord Ramachandra is not the primeval Lord. Primeval Lord is Krishna. Но мы не пренебрегаем Рамой. Когда мы повторяем Харе Кришна, Прабхупада говорит, там есть и Рама существует. But we are not neglecting Rama. When we are chanting Hare Krishna, there is a Rama also in that mantra, is existing there. Прабхупада говорит, что в Вишну Сахасранаме говорится, что повторение 1000 имен Господа Вишну приравнивается к одному имени Рамы, а повторение 3 имен Господа Рамы приравнивается к одному имени Кришны. And Vishnu Sahasranam, it is said that 1,000 names of Lord Vishnu is equal to 1 name of Lord Rama, and 3 names of Lord Rama is equal to 1 name of Lord Krishna. И когда Господь Рамачандра правил этим миром, есть такой стих в 9-й песне Шримад Бхагаватам, где описываются игры Господа Рамачандры. Там говорится, что никто не ведал страданий, причиняемых телом и умом, никто не болел, не старел, не болел, не знал утрат, печали, бедствий, страха, усталости. И даже смерть не постигала тех, кто не хотел умирать. When Lord Ramachandra was ruling the world, it was described in the 9th canto of Shrimad Bhagavatam that there is a description that there was no suffering since that time. No one has a disease. No one was suffering from the mind. There was no suffering from the body, and no one was become old. So no old age. No one was lamenting, and there was no fear, and even death cannot catch those who doesn't want to die. И Прабхупада говорит, что все это было возможно лишь потому, что миром правил Господь Рамачандра. Однако подобную ситуацию можно и сейчас создать, в нашу Кали-югу, в которой мы живем, худшую из всех юг. And Prabhupada told that everything that was possible because of the Lord Ramachandra's ruling. But even now, he is saying, now we can create such kind of atmosphere. Even in Kali Yuga, it's possible to create it. Кали, Нама, Рупа, Кришна, Аватар. В Кали-югу Кришна приходит в образе своего святого имени. In that Kali Yuga, the worst of the all yugas, Krishna came as in the form of his holy name. Харе Кришна, Харе Рама. Это не надо переводить. Это универсальный язык. Да. И если мы поем эти имена без оскорбления, Рама и Кришна пребывают с нами, даже в нынешний век. One second. Big translation. Yeah, so he's doing something? Yeah. Okay, He asked me something, but I don't know what he's asking me. I don't know, because he's not speaking English. Well, let him do something. He's just checking. Адьюти Махарадж ки джай. Егеша Прабху, вы можете подменить меня? Тут нам пришли, надо мне поучаствовать. Попробую. Ага. Включите этот транскрипт, там полегче будет. Спасибо. They still know some Hindi. Yeah, okay.
Ага. Мгм. И поэтому ту же самую ситуацию можно быстро создать в Кали-югу, если распространять по милости, по миру движение сознания Кришны. Распространять. And that's why we can make the same situation in the Kali Yuga if we will share and share the holy name of the sorry. If the Hare Krishna movement will be increased by the whole world. Distribution, да? Distribute, yeah, and also distribute, yeah. Distribute to all the world. Вот, и да, мы читаем про царей, и, конечно же, и Парикшит Махарадж тоже учил, мы знаем эту знаменитую историю, когда ему осталось жить 7 дней, он спросил, что я должен делать в эти дни перед смертью. Yeah, also we are reading about the kings and Maharaja Parikshit, also the main story when he just left 7 days before he died and he asked what I should to do. Да, и Шукадева Госвами ему ответил: Тасмат Бхарата Сарватма Бхагаван Ишваро Харих Шутавя Кирти Тавяшча Смартавьеш Чечатхабаям. А потомок Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Верховном Господе, помнить о нем, прославлять его, властелина всего сущего, приносящего избавление от всех страданий. То есть нужно слушать о Кришне, помнить его и прославлять его. Yeah, Srila Shukadeva Goswami answered to him that the famous verse and the meaning of this, you should always talking and chanting about the Krishna and his about the Krishna and don't forget about him and glorify him. Здесь очень важная тема поднимается, но у нас времени не так много. Преданные Кришне. Кто такой преданный Кришне? Потому что здесь говорится, что цари должны, по идее, обязаны служить преданным Кришне. We have not so much time, and about here's also another one topic about who is devotee of the Krishna. Да, и мы знаем, что Ясьястер Бхактир Бхагавати Акинчина, что в теле человека, который развил преданность Кришне, то есть преданного, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими как религиозность, знание, самоотречение. И наоборот, те, кто не предан, у них нет никаких хороших качеств. Do we know in the body of the devotee of whom how to say have to practice and to this who just made all these qualities of the Krishna. There are manifested all demigods, even with their highest qualities, such like religion, knowledge, or someone else. And in other case, if to the people have known these qualities, there is no that such a demigod in their bodies, no such demigods and others. Да, и преданные, мы знаем, всегда милосердные, смиренные, правдивые, беспристрастные. 26 качеств преданных описываются в шастрах. И самое главное качество, конечно же, это Кришнайка Шарана. Это те, кто преданы Кришне. Also, we know about the 26 qualities of the devotees, such peaceful, honesty, and others. And the main of these qualities to be the main quality and to be the еще раз, какое основное главное? Кришнайка Шарана. Yeah, the main Ekasharanam, yeah, to be surrender to the Krishna. Преданность Кришне. Ну и мы знаем, конечно, что чистая преданность — это Аня Билашна, Шуньяу, Дана Карманя, Навритама, Нукулена, Кришна, Мушилана, Бхакти, Уттама. То есть нужно чистая преданность Кришне означает беспримесная преданность, без кармы, без гьяны.
We know it's a pure devotion to Krishna. It's the devotion without any karma, jnana or something. Мы, конечно же, сами можем не находиться на уровне чистой преданности, но мы должны говорить и слушать о том, что нам помогает достичь этого уровня. Of course, we couldn't be on such a pure level, but we must to talk with each other, to speak about it, to how to say, to about the very high level. Например, To есть get to this level, to get try to get, which will help us to try to get to this level, highest level. Yeah, sorry. например, есть такие преданные, которые говорят, что вот мой духовный учитель показывает магазин, где купить хорошее печенье с шоколадом, в каких магазинах, потому что это любимое печенье его гуру. Such a there was example on this one such devotees that they are talking about that here is my spiritual master showing my this shop where I could buy good cookies with chocolate, and that's why it's because this is the favorite shop of my guru. Или еще Бхактивикаш с вами говорил, что ему сказали, что какой-то саньяси в одной публичной лекции на празднике Баларама Пурниму говорил, что как нужно и как важно достичь финансового успеха. And another example how my spiritual master Bhaktivinoda Swami told it in one lecture. One Swami told how it's important to get to the financial success in the spiritual way. Ну, даже в обществе преданных мы можем видеть такие всякие вот непонятные вещи. Что Иван Бхактивикаш с вами в этой лекции говорит, что вообще происходит, где этот принцип? Аня Вилашита Шуня. And also in the association of devotees, we can see some strange things. And again, as Bhaktivinoda Swami said, that what's happening now? What's even happened? Where is the main principle? Да, и мы, конечно же, видя эти какие-то непонятные вещи или отклонения, любые другие, мы можем тоже развивать вот это чувство собственной элитарности, но это тоже опасно. And also, at the same time, when we see some these strange things or deviations, we could also be in produce in a feeling of our maybe some kind of eliteness, but Да, it's very dangerous. потому что мы можем тоже начать уже совершать оскорбления. Because we also could start to make some offenses. Мы должны следить за собой в первую очередь. First of all, we should take care about take think and care about ourselves. Follow about ourselves. Я вчера в 63-м фильме «Воспоминания о Шриле Прабхупаде» Ридха Прабху, есть такой ученик Шрилы Прабхупады, и он задал Прабхупаде вот этот вопрос, который он не хотел особо задавать, ему стыдно было задавать, но он его задал. And it was a 63rd episode of the Srila Prabhupada Memories, and one of his disciple, how he again? Как его сейчас? Ридха Прабху. Ridha Prabhu, yeah. He just there was a episode. He just want to ask Srila Prabhupada one question, but he was ashamed to ask him this. То есть он задал вопрос, что да, нужно быть слугой слуги, но как я могу доверять нашим старшим духовным братьям, если они не следуют вашим наставлениям и не воспевают должным образом? And he asked, oh yeah, I know that I should be the servant of the servant, but how I could all this, because my senior spiritual brothers, they are not exactly following your instructions. Шрила Прабхупада сохранил молчание какое-то время и потом посмотрел на него и сказал: а ты сам следуешь?
And Srila Prabhupada have a little silent pause, and then just look at him and ask, and what about you? Are you following? Он сказал, да, Шрила Прабхупада. И He Прабхупада, answered, да. and he answered, yes, Srila Prabhupada. И тогда Прабхупада сказал, тогда ты следуй за Кришной. Даже я могу не следовать, но ты следуй за Кришной. Тогда у тебя не будет никаких проблем. Then Srila Prabhupada answered, then just follow for Krishna. Even I could not to follow to the Krishna, but you don't stop to follow the Krishna, and you will have no problem. Много хотел я сказать на эту тему, Yeah. но времени нет. Yeah, I have so much to say, but we have so little time. Я хотел подчеркнуть все-таки вот этот момент, что надо быть самим серьезным в сознании Кришны, потому что надо пользоваться той программой, которую дал нам Шрила Прабхупада. 4 принципа, минимум 16 кругов, приходить на Мангаларати, читать книги, распространять книги, следовать всем остальным наставлениям духовного учителя и ачарьи. Yeah, the main point that I just also want to say again that we should be serious in the Krishna consciousness. That's why we should, and we should to use this program which is Srila Prabhupada gave to us for regular principles, minimal 16 rounds, and come into the Mangalarati, read and distribute the books of the Srila Prabhupada. Кому интересно, можете записать Шримад Бхагаватам 5.8.8. And yeah, for whom it's you could also to write it to remember Shrimad Bhagavatam 5.8.8. Кому интересно, можете себе записать и прочитайте комментарии. Yeah, if you have if it's interested in this topic, you could read the purport to this verse. Да, нужно быть серьезным. Нужно есть только Кришна Прасад, не есть никаких забегаловках, магазинах там, и так далее. Это очень серьезно. Повторять Харе Кришна, есть только Кришна Прасад и следовать другим наставлениям. Yeah, we should be very serious. We should eat only just Krishna Prasad. Don't eat in some in other places, and we should be very serious. And follow all the other instructions. Прабхупада говорил просто. Ему его спрашивали, ученик спросил недавно, слушал недавно, как мне совершенствовать сознание Кришны? Прабхупада говорил, просто повторяй Харе Кришна. И Прабхупада говорил, просто начните повторять. Даже если у вас проблемы есть с принципами или с чем-то еще, просто повторяйте, просто зацепитесь за святое имя, зацепитесь за Кришну, и все будет у вас в порядке. And also, I heard just a few time ago how Srila Prabhupada said that if you have some problems or you have even just some difficulties, just start to chant Hare Krishna Mahamantra, and all will become and all will come after that. Just regularly and follow this, and all the problems will gone. Да, и прежде всего святое имя Господа, они не отличны. Это и есть сам Господь, Кришна. Они не отличны друг от друга. And first of all, of course, holy names of the Lord is the same as the Lord. They don't have any difference between them. К этому выводу можно прийти только если повторять без оскорблений святое имя. We could have to come to this conclusion only if we will just chant the holy names without any offenses. И самое главное, как можно определить преданного? Знаете, какой ответ? Что Прабхупада дает читание Чайтамрити. Поэтому вечным слугой Верховной Личности Бога следует считать того, кто видит себя вечным слугой святого имени. И, понимая это, несет святое имя в мир. And the main point is main how we could detect the devotee, yeah, and Chaitanya Charitamrita, yeah. Да, yes.
in Charitamrita, it's said that only who just the devotee that who are just feeling by himself like a servant of the holy name of the Lord. Да. Yeah. Служение преданным означает Шушишох Шаданада Сия Васудева Кадхару Чиксян Махатсева Випра Акпуня Тиртка Нишевана. Служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудева Кришны. And when we are serving to such pure devotees, we have no any desires or something, and it's a very great pleasure for us to and also it's help us to increase that to love to Krishna. И эти слуги называются, как сегодня мы читали, они называются Брамавадинам. And this kind of servants, Brahmavadinam. Преданных, проповедующих славу Господу. It's devotees who are just preaching the glorify the the Supreme Personality of God. Конечно же, для нас это является чистым преданным таким показательным. Это Шрила Прабхупада. Of course, the main example of such kind of pure devotee for us is a Srila Prabhupada. Поэтому мы должны стремиться к тому, мы можем стремиться, мы должны стремиться к тому, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду и его представителей Шрилы Прабхупады. That's why we can and we should try to satisfy this kind of pure devotee, to satisfy Srila Prabhupada. Удовлетворить Шрилу Прабхупаду не так уж сложно на самом деле. And satisfy Srila Prabhupada is not so difficult, actually. Да, вот я слушаю его лекции и смотрю фильмы, воспоминания учеников Шрилы Прабхупады. Он однажды проходил мимо одной преданной, которая смиренно где-то сидела под лестницей, повторяла джапу. И он остановился, Шрила Прабхупада. У него появились слезы на глазах. Он сложил руки Пранама Мудру и сказал: спасибо тебе большое. Он ценил даже вот такие просто небольшие усилия преданных. Просто когда преданный повторяет Харе Кришна, он это замечал, ценил. I'm hearing a lot of lectures and watching the memories of the Srila Prabhupada. There was one episode when, one example, when just Srila Prabhupada saw how his disciple, and one Mataji, she just sit very humble at the stairs and just chanting her rounds. And he just stopped, look at her, and in his eyes there was he just started a little crying and just making humble hands and say thank you very much. It's very satisfied me. It's such simple things, just only chanting Hare Krishna Mahamantra also satisfies Srila Prabhupada. Да, он вчера я слушал, как он там прекрасно были наряжены божества в храме Радха и Кришна. И Шрила Прабхупада, там, по-моему, даже в лекции или где, он спросил, кто наряжал эти божества. And also yesterday I heard that story episode when there was a very great and wonderful and wonderful clothes, the deities in the temple, and Srila Prabhupada asked who just make the clothes to them and who just decorate them. И одна Матаджи скромно подняла руку где-то в конце зала, и он сказал ей: спасибо тебе большое, ты очень красиво это сделал. And one Mataji, very humble, raised up her hand. She was very at the one of the how to say it. Where he just very humble raised up her hand, and Srila Prabhupada told to her, "Thank you very much. It's a great job. It's a very great job."
Ну, конечно же, особенно Шрилу Прабхупаду радовали сообщения о распространении его книг. And of course, the most satisfied Srila Prabhupada was some messages and reports about the book distribution. Да, и он говорил, что его Гуру Махарадж, ради чего тоже он жил, он посвятил всю свою жизнь ради удовлетворения своего Гуру Махараджа, Бхактистан Сарасвати Такура. And Srila Prabhupada also told that he just all his life was to satisfy his spiritual master. Даже если один брамачарья, он не был сильно заметным членом Мадха, если он выходил и распространял даже один журнал про Кришну, Бхактистан Сарасвати Такур говорил, это очень хорошо, ты очень сделал хорошее дело. И Гуру Махарадж, Бхактистан Сарасвати Такур был очень доволен таким преданным. And Bhaktivinoda Saraswati Thakur, even if his disciple from his Madha just go away and distribute only one magazine, he was very satisfied. He was very satisfied him, and he was happy. Yeah. Прабхупада, Сваваса Прабху, его ученик, он рассказывал, на утренней прогулке они задавали Шриле Прабхупаде какие-то сокровенные вопросы про Кришну, про Радху. И Шрила Прабхупада не вдохновлялся сильно отвечать. И когда Сваваса Прабху сказал, Шрила Прабхупада, мы здесь в аэропорту в Америке распространяем по 100 больших книг, ваших книг. Мы хотим удовлетворить вас. Шрила Прабхупада повернулся и сказал, вот это мой настоящий ученик, он живет ради того, чтобы удовлетворить своего духовного учителя. Also, on the one morning walk, the disciples asked Srila Prabhupada about some questions about Krishna and Radha. He answered them, but with no such attention, with no such emotions. He just said, but then they report that one disciple, his disciple reported about how he distribute at the airport. At the airport in America, he just distribute 100 big books, and when Srila Prabhupada heard this, he just looked at him and said, "This is real my disciple," because he know how to satisfy his guru. Поэтому это главный мотив. Все спрашивают, какие мотивы для того, чтобы служить Кришне, распространять книги Шрилы Прабхупады. Это один из главных мотивов. Много разных есть причин для того, чтобы распространять книги, но это главный мотив. Мы хотим удовлетворить Кришну, мы хотим удовлетворить Ачарью, мы хотим удовлетворить Шрилу Прабхупаду. There could be a lot of reasons why we should distribute the books, and but the first reason and main motivation should be to satisfy Krishna, to satisfy our acharyas, to satisfy Srila Prabhupada. Ну и пару историй. Один бомж у меня взял в Москве книгу, и там было изображение Шрилы Прабхупады. Он сказал, о, это Шрила Прабхупада, это Шрила Прабхупада. Я читал его биографию. Он сказал, я тебе не отдам эту книгу. There may also maybe a couple of stories. The first is when some homeless person just take one book, and there was an image of the picture of Srila Prabhupada, and he said, "Oh, Srila Prabhupada, I know him. I don't give him back this book to you. I don't read." Yeah. И там проходил мимо другой человек солидный, и так заинтересовался, взял 2 книги, держит в руках. А этот бомж еще больше вдохновился, он начал прославлять Шрилу Прабхупаду. Вы прочитайте, я читал эти книги, это великие книги, это великий человек. Это очень, очень крутые книги. Начал его убеждать, прям. Я там вообще ничего не делал, я просто стоял и слушал, что там происходит. И этот человек взял 2 книги благодаря этому бомжу. Этот бомж, получается, проповедовал, и тот вдохновился, тоже взял 2 книги.
And at the same time, another solid person just going through, and he just stopped and just having some interest into these books. And this homeless person just began to glorify Srila Prabhupada. Oh, this is so wonderful! I know him. This I'm just read these books. They're so wonderful. And after that, this solid person just take the two these or both books and gave a donation and go away. And this the only person was he's actually distribute these books. Да, и один пьяный парень, помню, в Нижнем Новгороде, идет и громко в наушниках слушает металлику какой-то, металл тяжелый. И это... And also another. Mhm. Да-да. Yeah, and another story when one drunk person just going to the street, going on the street and walking on the street, and a lot of noise of some hard music in his headphones. Yeah. И он берет эту книгу «Еще один шанс», это про Джамилу, переворачивает, а там на другой стороне надпись буквами «На пороге смерти». И он такой: «О, класс, это как раз для меня, на пороге смерти. Я люблю про смерть, давай, я возьму, сколько стоит». Взял у меня книгу. And he take the book, The Second Chance, and on the back cover there's just start to read and about on the how to say during the come to the death, and he says, "Oh, death! Yeah, I like this topic. Yeah, I will take this book. Yeah, death." И Геша Прабху, вы круче, чем я, сказали. No, Я ж сам такой. no. Спасибо. Я здесь остановлюсь, может, у кого-то есть добавления, вопросы или что-то еще. Спасибо. Yeah. I will stop here, and if someone have some to add or questions, please. О, это кто? Владимир Прабху? Ничего себе. Приветствуем вас. Харе Кришна. Великий преданный Санкиртан. Владимир Прабху. Oh, Vladimir Prabhu is a great devotee, the great devotee of Sankirtana distribution of the books. Он ездит и тоннами привозит книги вашим брамачари, которые потом расходятся по всей стране. And he just to say write tons of the books which will in ashram, in our brahmacharya ashram, and from this place they will distribute to the other places, which are distributed to other places. Харе Кришна. Спасибо вам большое. Кто-то что-то может, что-то скажет. Поднимайте руку, не стесняйтесь. Харе Кришна. Yeah, thank you very much. If you want to say something, just raise up your hand. Don't be shy. Thank you so much. Что там написали? Спасибо большое. Харе Кришна Джая. Это Матаджи. Бхактимпуру. Да, Матаджипуру. Да, у кого-то есть что-то? Или я, может, что-то не то сказал, ни у кого ничего не отложилось в голове? Спасибо, Смита Кришна. Я вспомнил, у меня тоже был момент один, когда вышел на Санкиртану. В Питере это было, и там парень какой-то, молодой студент, подошел и такой, типа, да я вот занимаюсь продажами, там, говорит, я тебе помогу сейчас, давай, покажу тебе, как надо распространять. Взял у меня несколько книг, такой, и начал предлагать людям, такой, очень с таким энтузиазмом, прям такой чик-чик, что-то там то. И смотрю, одну книгу распространил уже, то есть ему даже 50 рублей пожертвования дали. Он такой, одну распространил, потом давай дальше, распространял что-то еще там минут 10, я так просто, я тоже смотрю, и он распространяет. Потом такой подошел ко мне, такой, нет, говорит, тяжело, отдал книги. Тяжело, говорит, не знаю, как это там ты делаешь, но, говорит, не могу, говорит. И но зато он поучаствовал таким образом в Санкиртане, даже там кому-то проповедовал. Такие персонажи часто у меня попадались. Вот тут на марафоне прошлый тоже. Пьяный мужик идет и говорит, давай вместе.
Я говорю, что вместе? Пораспространяем вместе. То есть он вдохновился, взял у меня книгу и что-то пошел там, да, бери, держи, держи. А у него его все обходят стороной, боятся. Он такой обратно отдал мне книгу. Ладно, я пошел. В общем, это... Да, да, тот парень, он такой, я, говорит, в продажах вообще, говорит, понимаю все, разбираюсь, это, сейчас тебе, говорит, покажу. А у него не берут. Ну, Денис. Переведете? Ну, что-то не помню. Я еще помню, знаете, какой момент у меня был? Ко мне подходит бомж и очень сильно почему-то захотел книгу, а денег у него не было. Вот, не было у него денег. Ну, я обычно не дарю книги. Я говорю, ну что-то хотя бы надо дать, ну что-то взамен. Он такой говорит, да у меня нету, братан, денег, ну нет у меня. Я говорю, ну, говорю, ты же, говорю, смотри, какой шактичный, разумный человек. Иди просто попроси у кого-то денег. Вот, они же попрошайки, они везде там просят, им дают там какие-то деньги. И потом приходи с деньгами, и я же никуда не спешу, не ухожу сейчас, я здесь буду стоять. И он действительно, смотрю, я думал, он ушел, и все. А он вернулся с деньгами, говорит, все, я нашел деньги, дай мне книгу. Пошел у кого-то, попросил деньги, дал мне их и взял книгу. Такие люди, как правило, иногда даже проще, чем вот эти всякие богатые, богачи люди. Они какие-то простые, они более открыты к сознанию Кришны. И они получают огромное благо. А здесь перевод еще должен быть, да? Или нет? Матаджи Пурва. Матаджи Здесь, Пурва. да. Да. Oh, okay. So we are just saying that sometimes people are coming while you're doing book distribution. They come in and say, "Oh, I can help you. I can do also. Give me books." So and they start to do some books also Sankirtan, but they become wear off very easily. They become tired and they lose their enthusiasm and so just 5-10 minutes they can do and then they just tired because of that. And yeah, there is one story. Was one homeless person came and but he told, I don't have money, I want that book. So Smita Krishna told him, okay, let's you go and beg some money from other people if you want that book, and ask some people to give you money and come back. And that person left, and after some times he came back with the money. He said, oh, I found money, so give me the book. So and he was very determined to have this book. Ну и хочу вас, если вы любите смешные истории, пожалуйста, вот у меня с полицией было, недавно вспоминал. Забрали меня в полицию, в отдел полиции забрали, проверяли паспорт, а я стал мантру читать, и там вдруг у них ничего не получается. Я говорю, что случилось? Они говорят, что ты тут колдуешь, говорят. Я Харе Кришна. Интернет нам отключили, все нам отключили. Короче, отдали мне мой паспорт, говорят, иди отсюда, все. У них все отключили в этот момент, Да, когда они... да, когда я мантру Харе Кришна стал повторять. There was one story when Smita Krishna Prabhu, the police took him to the police department, and they wanted to check his documents, but Smita Krishna Prabhu started chanting mantra. At that time, all the electricity and Wi-Fi connection just became cut off, switch off. And they couldn't check his documents, so they told him, what mantra you are saying, just you're doing some black magic, so go out of here. So just let him go away. So that's the story. Да, по поводу, я что хотел забыл сказать, по поводу мусора и Вриндавана, Шрила Прабхупада говорил, что правительство, так как они такие негодяи сейчас все стали, ну, в том числе и в Индии, да, он
тоже очень много говорил об этом, что индийцы, они как бы вообще сейчас правительство, люди, да, ну, специально держат людей в невежестве. И вот во Вриндаване он говорил, что они специально держат Вриндаван грязным. Специально, потому что тогда меньше людей будет приезжать. То есть они храмы не поддерживают, специально не выделяют деньги на поддержание храма. Если видели, да, вот, ну, все там в запущении, там все храмы, да, в таком плохом состоянии находятся. И вот это мусор, все это тоже не выделяются деньги на все это. Специально, чтобы отвлечь людей, не, чтобы их лишить как бы желания, энтузиазма приезжать в такие места. Ну, порядочные люди, да, такие, которые это... И он говорит, они еще строят во Вриндаване всякие разные мирские учреждения, застраивают его специально, чтобы вот тоже разбавить эту духовную атмосферу, потому что они не хотят духовность, чтобы развивалась в обществе, в индийском. Они хотят вот эту вот западную модель, чтобы в Индии развивалась по западному пути развития. Поэтому он их очень сильно критиковал вот, ну, насчет этого, что они вот так вот просто, ну, как бы губят ведическую цивилизацию и ведут людей вот по неправильному пути, по пути материализма. So, and regarding Vrindavan, I heard recently one lecture Prabhupada told, not lecture, I think it is conversation was, he told that the government of India, they're intentionally keeping places like Vrindavan very dirty. And they are not maintaining the temples, not giving money for maintaining the temples. And they're intentionally constructing some mundane institutions there in Vrindavan so that people do not come, pilgrims, respectable persons do not come to such dirty place, such dilapidated, such not well-maintained place, because they want Indian people to follow materialistic way of life. They follow materialism, Western model of civilization, and they want Indian people to forget their own culture and to so they're checking their spiritual progress. So that's why he was very much criticizing that Indian government. Но преданные во Вриндаване, насколько я помню, они иногда такие субботники устраивают. И не только во Вриндаване, а в Раджа, Мандалу, Парикраме. Они очищают кунды всякие. Я сам участвовал в такой акции. Возле Кришна храма, я помню, Мандира, да, там они канализацию убирали, все убирали. But devotees are they're making initiative, like cleaning initiative. They're gathering and cleaning garbage in different places on Vrindavan. Just like volunteers do that, cleaning some. Во Вриндаване и на Гавардхане, по-моему, тоже я слышал такое. Тоже Да, есть. там преданные везде же иском. Они там участвуют в таких акциях. Yeah, and Govardhan also. Я помню, мы поехали в Джаганнатхапури в одной группе, небольшой группе преданных, и они устраивали всегда чтение Шримад Бхагаватам на крыше гостиницы. И там эта гостиница, вот эта крыша была настолько грязная, там вот эти из Калькутты туристы приезжают и пьют там вино, водку там, и вот эти пустые бутылки там лежат везде, вот эти мусор, пустые бутылки. И мы, представляете, Шримад Бхагаватам читаем там, на И я не выдержал, и лидеру этой группы сказал, где мы просто в свинарнике сидим, как мы можем здесь вообще Шримад Бхагаватам читать? Давайте возьмем, просто закатаем рукава и просто там полчаса времени уберем это все. И действительно мы взяли и просто сами устроили субботник, убрали там, так чистенько, так классно, и Шримад Бхагаватам вообще по-другому стал там восприниматься и читаться, то есть вообще другое дело. То есть Гопал Кришна Махарадж
говорил, что преданный – это тот, кто оставляет то место, где он находится, чище, чем оно было до него. Вот это вайшнав. Это вайшнавские качества элементарно. Мы должны тоже так делать. Если мы видим что-то не то, мы не возмущаемся, мы должны просто своими руками взять и сделать. Yeah, and there was one case in Jagannath Puri was one pilgrimage I was participating and group, and we went to some roof and read Shrimad Bhagavatam, to read Shrimad Bhagavatam, but it was so dirty. Tourists from Kolkata, they were there and they were drinking alcohol and all that garbage they remain kept and the roof on the roof. So they at some point Smita Krishna Prabhu took initiative and told, let's clean it. Do not read Shrimad Bhagavatam in such dirty place. Let's clean it. So they cleansed the whole roof and the atmosphere changed and Bhagavatam was differently perceived in that atmosphere. And there is Gopal Krishna Goswami told that Vaishnav is those who are keeping place where he's staying more after he's staying, the place is even more cleaner, more clean that than he's coming to that place. So in other words, he's making the place more clean. That is the definition of Vaishnava. Ну, тут еще комментарий есть. Ачарья, я хотела просто небольшую историю. Как это по времени есть еще Киртабу или лучше не говорить? Алло. Слышно? Да. Да. Да, просто была такая недавно история, про мусор начали говорить. Я с Санкирт нашла, у меня пару книг оставалось. И я увидела тоже мусор у нас недалеко от дома, между метро, в общем, и домом на остановке. Флеера валялись. И я подумала, что раз у меня супруг, он всегда убирает или что-то делает для того, чтобы убрать, я решила тоже. И я вот так вот несколько бумажек поднимаю. И сзади слышу, парень меня окликает и говорит: вот ты молодец, такая умница. Я говорю: ну а что, как вот мимо пройти? Он говорит: я когда шел в другую сторону, я то же самое делал, тоже убирал. И вот мы с ним просто разговорились на эту тему, и он купил книгу за много денег. То есть он был очень вдохновлен тем, что вокруг не только одни свиньи, но есть и те, кто могут прибрать. Вот, он был очень доволен на фоне этого взятым. Вот так вот поддержание гуна благости помогает распространить книгу обусловленную душе. Джай, да. Да, люди вдохновляются примером вайшнава. Мы должны практически показывать своим примером, вдохновлять. Не просто мы говорим, да, о возвышенных вещах, мы также делать должны. Поэтому вайшнав, он во всех отношениях должен быть идеальным, праведным. Спасибо большое. Наверное, мы закончим здесь, да? So we have Bhaktin Purva is here. Yes? Okay, I'll just summarize, just чуть-чуть переведу для нее. There was one story Mother Mridani told that was nearby. She came through and she saw some garbage near the metro, and there was some papers flyer. Advertisements, paper advertisements was on the earth. So and she thought, okay, so my husband is into that cleanliness, so I let me do also follow his example. So and I start to collect these papers from the ground, start to clean, and she heard some voice from behind. One man came and told her, "Oh, you're so nice, nicely doing that." Oh, okay, she left. Она вышла. Да. Она, наверное, пошла уже там где-то что-то убирать. Мусор собирать, наверное. Не выдержала.
Спасибо вам большое, дорогие преданные, что вы терпеливо выслушали нашу беседу сегодняшнюю. Харе Кришна. Что, будем заканчивать? Грантараш Шримад Бхагаватам ки джай, Джай. Пада ки джай. Джай. Всем хорошего дня в сознании Кришны ки джай. Джай. Спасибо большое. Ванчакал Патарупяща. Спасибо вам. Крипа синду бхавача патитанам павани прабху. Спасибо вам за лекцию. Харе Юкеш Кришна. Прабху, Хира Прабху, вам спасибо. Вся слава Шри Прабхупаде. Джай, Гуру Махарадж Прабхупад ки джай. Джай. Спасибо, Харе Кришна. Спасибо вам. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна.